Всем привет, с вами Дэн, и у нас коробочка Меркур, причем такая прям лимитированная к китайскому Новому году дракона. Давайте открывать, чехольчик весьма и весьма приятненький такой. И вот у нас тут часы и большой комплект, как всегда у Меркур, огромное количество разнообразной макулатурки. Плюс есть инструмент для замены ремешка. Тряпочка, карточка какая-то, рекламка и вот такая вот огромная инструкция. Кстати, тоже красного цвета решили сделать. Ну ладно, главное это, конечно же, часы. Давайте я их сейчас распакую и посмотрим, чего там за моделька. Так. Ай, красавчики какие у нас. Подзаведу. Красавчики лососевые. Это у них новая линейка, которая называется Levi. 100 баксов, кстати, они стоят на Алиэкспресс, можно на официальном сайте купить. Меркур это вообще пекинский бренд, активно в Китае продается. Я, кстати говоря, видел в Гонконге продают в магазинах. Ну и в основном они нацелены на западный рынок. Значит, есть такие с серебристым цифером, ну, с лососевым мне показались поинтереснее, чуть более винтажно выглядит. Ну, вообще понятно, что это такой повседневник, но в ретро-стилистике. И у них есть похожие модели, где секундная стрелка у отметки 6 часов, а здесь вот они сделали красную цифру 12, накладные вот эти 4 цифры, да, ну и такую винтажную в стиле 40-х, 50-х годов разметку самого циферблата. А корпус, кстати говоря, небольшой, и прям хочется с этого начать, наверное. 38,5 высота. 12,9, но вы видите, здесь стекло просто огроменное, такое купольное. 9,5. 9,5 у нас по корпусу, ну, прям вкусняшка. 20 по ремешку. И от ушка до ушка 46,8. Небольшая модель. Небольшая модель, мое запястье 18,5. Ну вот, как видите, да, оно как раз. Вот если нравятся такие относительно некрупные часы, повседневничек такой, лососевый. Причем цвет лосося мне нравится. У него как бы внешний радиус чуть темнее, а центральная часть чуть светлее. И получается интересная такая игра вот этих оттенков на самом циферблате. Значит, здесь внутри механизм стоит М01D. Это калибр Меркура, сделан на базе китайского юнита с ручным подзаводом. Здесь нет автоподзавода. Ну, собственно, благодаря этому в том числе он достаточно такой невысокий. 50 метров водозащиты, стальной корпус и минеральное купольное стекло, как мы уже с вами разобрались. Значит, по весу, думаю, будет немного. По весу 68 грамм даже не дотянуло. Ну, прикольно, да. И ремешочки, которые вот уже у некоторых моделей Меркур я видел, нравятся они мне. Система быстрой замены есть. И очень-очень неплохие, такие матовые, хорошие, качественные. Ну, как я уже вам неоднократно говорил, китайские микробренды в последние где-то пару лет, особенно в последний год, стали добавлять очень приятные ремешки уже в базовую модель. Ну, тем более у нас здесь сегодня часы, которые стоят около 100 баксов, там, без всяких даже дисконтов. Неплохо. По отделке все приятненько. Нет зеркальной полировки практически нигде, кроме на боковой части верхней, да, по корпусу. И он такой ступенчатый сделан. Опять же, винтажный стиль. Все как надо. Ну и все такое достаточно сдержанное и сатинированное. Задняя крышка, симпатичная гравировка льва здесь есть. Тонкие ушки, просверленные. Ну, в общем, все по канонам. И все очень даже приятно. Стрелки синие. Ну, я не думаю, что здесь идет речь про термическое синение стрелок. Но хорошо вписывается вот в эту вот, опять же, цветовую гамму. Глянем-ка с вами макро. Так. Ну, все аккуратненько, симпатично. Меркур приучил к тому, что у него всегда очень-очень прилично в плане отделки. Несмотря на то, что цена практически минимальная для такого качества. Молодцы, что сказать. Вот, тут даже написано команда Merkur Watch Pekin. Дизайн и производство. Да, они производят именно в
Пекине, что не характерно вообще для китайских брендов. Обычно все это на юге Китая. Ну, что хочу сказать по итогам. Если этот дизайн и стилистика ваша, то почему бы не рассмотреть эту модель? Благо, что цена весьма и весьма доступна. Здесь механика с ручным заводом. Опять же, такой old school, если любите, то есть вариант попробовать. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.